Привет, друзья! Говорят, самая сложная задача ЕГЭ 2026, Сибирский регион, что дано? Дан равнобедренный треугольник 5, 5, 6 и проведены две высоты А, H и С, Т. И далее из основания H, высоты AH, опущены два перпендикулярщика HM и HK на боковое основание. И проведен отрезок МК, нужно найти вот часть этого отрезка, красную часть, отрезок ЕК. Ну, в общем-то, такая задачка. Сложная, немножко запутанная, с кучей всяких продолжений. Ну, давайте посмотрим, как я из нее выкрутился. Итак, напишите, кто там из Сибири. Что у вас там сейчас? Наверное, плюс 30. Ну, ладно. Пройдет время, и будет уже не плюс 30. Итак, первый шаг. Все видят, да, окружность. Откуда взялась окружность? Сразу вот поговорим об этом. Откуда взялась окружность? Ну, АМＨК вписанный. У меня вот здесь написано, что АМHK вписанный четырехугольник. Почему он вписанный? Ну, потому что угол АКH вот здесь прямой. Так, так. И угол АМH прямой. Вот, то есть углы при вершинках М и К у этого четырехугольника АМHK, я его выделю. Вот. Прямые, значит, их сумма 180. Есть признак. Если сумма двух противоположных углов четырехугольника 180 градусов, около него можно описать окружность. Ну, можно рассматривать и два прямоугольных треугольника с общей гипотенузой AH. Правильно? И прямой угол опирается на диаметр и так далее. Все. Окружность появилась. Что дальше? Дальше я обозначаю вот этот уголок альфа. Угол АСТ я обозначил альфа. И тогда мгновенно вот этот угол, сколько будет альфа? Равнобедренный треугольник, все симметрично, легко доказать, показать. Но сколько будет вот этот уголок, вот этот? Из прямоугольного треугольника АHK будет 90 минус альфа, верно? 90 минус альфа. А за счет окружности, внимание, угол АМК тоже 90 минус альфа. Вот этот уголок будет тоже 90 минус альфа. Розовым закрашу сейчас оба этих угла. Вот уголок и вот уголок. Они вписаны, опираются на одну и ту же дугу. А вписанные углы, опирающие на одну и ту же дугу, равны между собой. Все. Но теперь просто из треугольника ТМЕ, вот этого розового треугольника, у нас получается, что вот этот уголок будет сколько? Раз то 90 минус альфа, это же острые углы в прямоугольном треугольнике, это просто альфа. Вертикалочка альфа и треугольник наш равнобедренный. Вот этот треугольник, ребята, равнобедренный, это и нужно было нам, вообще говоря, по ходу решения как-то выяснить. Тогда вместо ЕК мы будем искать красивый отрезок КЦ. А как его искать? Откуда? Да вот из прямоугольного. Катетра гипотенузе, умноженной на косинус. Ну, заключенного между ними угла, либо прилежащего угла. Я зеленым закрашу этот уголок, чтобы всем было понятно, что речь идет об угле С, большом уже, а не маленьком альфа. И что получается у нас? Да, тут все написано у нас. Вот ЕК равно КЦ и равно HC на косинус С. Ну, а HC мы найдем из треугольника HC большого. Вот HC это будет АС на косинус С. Значит, снова К тетраен гипотенузе умноженный на косинус вот прилежащего к катету HC угла. Получается АС на косинус С. Ну и снова остается H1 косинус С. Получается 6 на 3 пятых, 3 пятых, 2 шестнадцатых. Такой ответ на вопрос задачи. Откуда я взял косинус? Можно по теореме косинусов. Ну, большинство, конечно же, бахнет вот здесь высоточку и скажет, что тут искать. Отношение прилежащего катета, который троечка, к гипотенузе, которая пятерочка. Ну, напишите, как вам эта задачка. Действительно, это гроб с музыкой, как утверждает там наш замечательный Земсков. Или не показалось вам сложно. Я прощаюсь. До новых встреч. Всего хорошего. С вами был Валерий Казаков. Пока.